Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых контактов из Smart Sender в сервис email рассылок MailChimp. Это нужно, чтобы передавать контакты из Smart Sender в другие системы. Например, в MailChimp добавлять новые контакты, настраивать по ним email рассылки и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Smart Sender. Теперь необходимо выбрать действие. Если вы хотите получать данные по новым контактам, выбираем «Получить контакты новые». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Smart Sender к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет Smart Sender. Далее переходим в раздел интеграции и кликаем Show Key для того, чтобы увидеть API-ключ. Для этого необходимо указать пароль личного кабинета Smart Sender. Когда API-ключ отобразился, копируем его и вставляем в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда необходимое поле заполнено, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Для системы Smart Sender дополнительные настройки не предусмотрены, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите тестовые данные по одному из ваших контактов. Если на этом этапе данных нет, попробуйте провести общение с ботом, который подключен к вашему Smart Sender. После этого кликните «Загрузить тестовые данные из Smart Sender», и когда новый контакт здесь отобразится, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Smart Sender успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем MailChimp. Далее необходимо выбрать действие «Добавить новый email». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт MailChimp к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет MailChimp. Далее переходим к настройкам профиля. Теперь переходим в раздел API ключей. Если у вас еще не создан API ключ, вы можете его создать. Я же буду использовать уже созданный API ключ. После того, как вы скопировали API ключ, вставляем его в соответствующее поле в системе Apex Drive. После этого кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать список, в который вы хотите добавлять новые контакты в MailChimp. Далее отобразятся поля MailChimp, которые необходимы для создания нового контакта. В эти поля вы можете назначить переменные из Smart Sender. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Когда необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в MailChimp при каждом новом контакте из Smart Sender. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в MailChimp». После успешной отправки переходим в MailChimp и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных MailChimp успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут.
На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!